Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы освещаем спортивный клуб «Оранж». Вот обратите внимание, справа одно футбольное поле, это парковочка. Вот еще одно футбольное поле. И довольно-таки нормальное большое место для парковки. А вот сам фитнес-клуб. Он состоит из 3 этажей. Здесь групповые занятия, тренажерный зал, бильярд, боулинг. И даже есть детская площадка. То есть, если мамаши пришли со своими мужьями-футболистами, дети могут поиграть на детской площадке. Летом еще здесь ставят батут, и дети прыгают на батуте. А сейчас мы заходим в клуб. О, посмотрите, какая красота. Здесь уже скоро празднование Нового года. Вот такой уютный клуб у нас. Здравствуйте, девочки. Дайте мне, пожалуйста, ключик, браслетик, полотенечко и водичку. Так, вот. Вам большая, маленькая? Да, маленькая, спасибо. Вот такой стенд с ценами. Ну, мы не будем углубляться в это, мы просто спросим. Анечка, расскажи, пожалуйста, что почем в нашем клубе? Смотрите, у нас есть 2 абонемента, точнее 3, безлимитный, с утра до вечера, 1140 гривен, плюс сауна в раздевалках. Также есть дневной, он стоит 940, только до 4, без сауны. И семейный, он включается 2 человека и более, 1140 гривен. Все те же самые условия, что и безлимитном, только на 100 гривен дешевле. Потому что там можно будет прийти с компанией, брат, сестра, 2 друга, 2 подруги, мама с папой, как удобно. Спасибо огромное за информацию. А теперь мы пойдем дальше. Ну что, друзья, после того, как мы посетили ресепшн, пообщались с девчонками, взяли все необходимое, заходим, конечно же, в раздевалку. Раздевалка у нас сегодня в рабочем состоянии. Только что все ушли. После того, как мы отснимем наш сюжет, сюда придут уборщицы и приведут все в порядок. Как вы можете видеть, места в принципе достаточно. Учитывая, что клуб, в принципе, небольшой. Видите, да? Шкафчиков у нас получается аж 56. Теперь обратим внимание на эти шкафчики. В некоторых залах шкафчики бывают половинчатые, они чуть выше, но половинчатые. Мы считаем это архи неудобно. Представьте, один человек внизу сидит, что-то делает, второй подходит голый, лезет вверх. Ну, сами понимаете, такое себе удовольствие. Здесь из плюсов каждый клиент имеет свой отдельный шкафчик. Напоминаем, клубу уже 10-11 лет, поэтому, конечно, мебель не новая, но она все добротная, рабочая. Вот, шкафчики не широкие, давайте откровенно о минусах, если так условно можно назвать. Они не очень широкие, но в принципе места, как видите, хватает. Есть верхняя полка, нижняя, боковые крючочки, поэтому для всего необходимого большинству людей, учитывая, что клуб как бы местный, местечковый, хватает. Теперь поговорим о душевых. По пути, скажем, санузел. Вполне себе чистый, добротный, просторный. Есть салфетки, есть сушитель для рук, все, что надо. Теперь душевые. Смотрите, ребят, душевая, конечно же, небольшая, но в принципе очередей больших нет. И самое главное, что мне здесь нравится, это эти раздвижные системы. Очень-очень большая беда, когда заходишь в нормальный клуб, новенький, построенный, все красиво, и здесь висят шторочки. Это ужас. Это ткань, на которую собирается плесень, непонятно еще что, которая прилипает к мокрой заднице. Это ужас, это дно. При этом клуб позиционирует себя как бизнес или даже как премиум и пользуется такой ерундой. Ну, здесь, слава богу, этого нет. Сейчас, говорю, уборщицы придут, клининг все это выдроит и будет классно. И еще одна фишечка клуба, это, конечно же, сауна. Учитывая, что клубчик маленький, да, сауна маленькая, но каждый спортсмен имеет возможность вечером попарить свои косточки, размять мышцы. И
Вспоминаем, да, стоимость абонемента 1100 гривен, по-моему, вечер. Вы получаете возможность тренировок безлимитную, плюс пользование баней. Я считаю это большим плюсом. Поэтому, что касается раздевалки, подведем итоги. Одинарные шкафчики, достаточно просторная раздевалка, фены есть, бумага все есть, душевые толковые, сауна есть. Для рабочего зала все, что надо, мы считаем необходимо. Ну, откровенно, из минусов давайте, допустим, возьмем, что эти шкафчики небольшие, и уборщицы, в отличие от больших фитнес-центров, не каждые полчаса здесь моют, потому что много мужчин, и не с руки, поэтому убирается всю ночью, потом сохнет, поэтому объективно. Один маленький минус, на 5 огромных плюсов. Едем дальше. И, друзья, самая любимая часть любого фитнес-центра, наша самая любимая, это, конечно же, тренажерный зал. На первый взгляд, покажем, есть кардиозона, достаточно обширная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 тренажеров. В принципе, немного, но и немало. Немало, большинству людей хватает. Здесь тренажеры немножечко сгруппированы по-своему. Здесь и свободные веса пересекаются с грузоблочными тренажерами. Но это обусловлено больше потребностями клиентов, которые сформированы за 11 лет эксплуатации. Далее пройдемте в следующий зал. Хочется обратить внимание на две фирмы оборудования, которые присутствуют. Первая, особенно по свободным весам, изначально была закуплена, это Hammer Strange. Я думаю, она не нуждается в особой рекламе. И вторая, главная, которая здесь присутствует, это Life Fitness. Те, кто знает, думаю, не стоит напоминать, что в принципе это премиум сегмент. И это достаточно хорошо складывается на работе клуба. Несмотря на возраст, оборудование классное. Вот честно, очень мне нравится. Оно в принципе хорошо обслужено. Команда клуба Orange следит за этим. Постоянно смазывается, обслуживается, протирается, вытирается, поэтому работает великолепно. И биомеханика этих тренажеров на достаточно высоком уровне. Далее еще хочется сказать большое спасибо хозяевам или властникам, как правильно, этого клуба, учредителям, которые не стоят на месте. И со временем они докупают оборудование. Несколько станков, вот, например, жимовой, баттерфляй задняя дельта, Дима вам покажет. Вот раз, два. Вот, недавно приобрели, он вдалеке стоит, гак-машина. Вон она у нас. И там еще в углу есть бицепс-машина. Да, они немножечко другой цветовой гаммы. Да, они немножко другой фирмы, бренд-производитель. Но, тем не менее, люди довольны, клиенты довольны, потому что функциональные возможности тренировок стали гораздо шире. Но и еще, то есть куплены были не просто какие-то там бушные дешманские тренажеры. Например, вот возьмем Butterfly задняя дельта. Это Precker, это Discovery Line. Это тоже премиальная линейка, хорошая линейка этой фирмы Precker. То же самое бицепс-машина Discovery Line, тот же самый жим на плечи. Это одна из последних. Есть у них Икариан, есть еще какой-то там, не помню, из более старых. Это одна из последних. Если вы скажете, что это бэушный станок, посмотрите, к нему не к чему придраться. Очень хорошая механика. Давай покажу, Димчик, как она ездит. Мягкий ход. Очень щадящая работа для суставов. И самое главное, когда наблюдаешь за людьми, которые тренируются, они действительно этот тренажер юзают. 1, 2 и 3. Так как гак тренажер, он комбинированный. Там девчонки любят попу качать, бицепс-машина, постоянно на них люди. О чем это говорит? О том, что это оборудование востребовано, клуб не стоит на месте и по мере возможности развивается. Далее, кроссовер здесь грандиозный. Мы любим оборудование. Обратите внимание, это 8-позиционная станция. С одной стороны, конечно, сразу справедливости ради отнесем к небольшим минусам то, что он громоздкий, немножко огромный, и немного места занимает, приходится обходить его. Но это же и его плюс. Здесь продублированы 2 горизонтальных тяги, 2 вертикальных, 2 трицепс блока. И поэтому, несмотря на небольшие скромные размеры клуба, здесь никогда не бывает очередей. Вот именно на грузоблочные тренажеры постоянно все работает, постоянно всем всего хватает. И еще пару станочков покажем, которые заслуживают, на наш взгляд, особого внимания. Рычажная тяга Hammer Strange. На мой взгляд, на наш взгляд, это один из лучших образцов подобного тренажера. Юзали техножим, юзали импульс Стерлинг.
и прочие там фитнес китайские разные тренажеры. Но с этим по биомеханике, по движению, наверное, не сравнится никто. Может быть, есть тоже не хуже, но это один из лучших 100%. Можно выполнять несколькими хватами тягу повыше, пониже, еще пошире, еще повыше. То есть очень большое разнообразие, вариативность, меняем длину, высоту посадки. Тренажер реально, несмотря на свои годы, настолько актуален, что ему очень тяжело найти замену. И еще хочется обратить внимание на жим ногами, который есть в этом зале. Также компания Hammer Strange. И также мы считаем, это один из лучших видов данного тренажера в сегменте. Сейчас покажу, что в нем хорошего. Во-первых, очень классные надежные фиксаторы. Лучше нет. На некоторых конструкциях один рычаг двигает, но для многих это бывает опасно. Где-то не дожал, где-то дожал. В подобной конструкции, даже если вы немножко ниже плиту опустите, вы все равно себя никогда не придавите. И второе огромное преимущество — это непосредственно плита рабочая. Обратите внимание на ее размеры. То есть ноги можно ставить как низко, так и высоко. Девчонки попу качают широко, узко. Огромная вариативность. Плюс материал, из которого она сделана, она шершавая, эта плита. Она абсолютно не скользящая. И это добавляет уверенности при жиме, что позволяет очень и очень уверенно работать с максимально возможным рабочим весом. Мы с Андрюхой тут 300, 350, 400 жмем, вообще не напрягаясь. Ну и дальше. Немножко кардиоряди, Life Fitness. Что хорошего в этой фирме? Хорошая мягкая дека. Более-менее безопасно работают коленные суставы, в отличие от некоторых китайских аналогов. Несмотря на свои годы, тренажеры достаточно надежные. То есть редко сюда вызывают техников и редко пользуются услугами ремонтников. Поэтому достойные образцы показали себя на практике более чем. И еще один момент, который осталось нам осветить, это небольшие примочки. Каждый зал, вот чем он характерен, и когда он создает атмосферность или нет, это сразу видно, вот, кто им владеет или какие люди участвуют вообще в жизни этого клуба. И если в зале вы видите разные вот маленькие примочки, вот такие вот стендики со всякими штучками, которые покупают, сразу видно, что люди, как бы хозяева клуба, реагируют на просьбы людей. Вот тут есть море утяжелителей различных, манжетов, глайдеры, резиночки, мячики, коврики, для растяжки разные мягкие пуфики, ролики, то есть что угодно, на все вкусы, скакалки, пожалуйста. То есть таким образом в этом зале себя могут найти практически все. Женщины, мужчины, дети, подростки, люди, которые делают акцент не только на железо, а на фитнес. Вот, пожалуйста, пара TRX-ов. Очень часто мужчины любят разминаться не с беговой дорожки, а поработать на мешочке. Вот. Также где-то здесь канаты есть, да, Андрюха? О, Имчик, покажи. Есть канаты, то есть даже элемент кроссфита здесь присутствует. Хотя зал, мы еще раз скажем, он не сильно большой, но, как видите, 350 квадратов. Ну, в принципе, оптимальный формат, да. Для района, для небольшого клубчика. Вот даже Андрей в деловом костюме может все это сделать. А еще покажем вот зону свободных весов, до которой мы чуть-чуть не дошли. Здесь вот стоит отличный также Hammer Strange жимовой тренажер, скамеечки для жима, блинчики. Блинов стало мало, больших парней стало больше, начали докупать вот даже различных фирм. И вот после такого краткого обзора мы сейчас подведем небольшой... О, Димчик, гантельный ряд еще. Тоже, кстати, очень хороший. Мне нравятся эти гантельки. Почему? У них хорошая геометрия. Во-первых, когда делаешь жим, они не сильно длинные, эти баллоны. То есть при жиме это не так вредно влияет на кисть. И достаточно хороший объем для рукоятки. Рифленая рукоятка. Вот, красивый гантельный ряд. Очень удобный. В принципе, всем хватает. Плюс маленькие гантельки. Все. И я думаю, можем подвести небольшой итог.
Конечно же, давайте начнем, ну, типа с минусов. Должны быть минусы, конечно. А то скажете, вы пришли, клуб похвалили и все. Да, вы можете видеть, что ремонт здесь не самый новый. Ну, опять же, клубу 11 лет, и объективно, посмотрим на те события, которые происходили в мире. Сначала был ковид. Многие клубы фитнес-индустрии вообще пропали, потому что тяжело было в эти моменты зарабатывать, не то чтобы делать ремонт и развиваться. Но мы знаем, что у людей, которые следят за этим клубом, были такие планы, были мысли, и мы им желаем всего хорошего и уверены, что они приведут этот клуб еще в больший порядок. Потом, естественно, сейчас война, то есть сейчас говорить о какой-то реконструкции, о ремонтах, вообще, тут он, то там, вот только пленку ободрали, окна дребезжали еще совсем недавно, взрывы, поэтому это все остается, к сожалению, реалиями нашего часа, поэтому также не дает делать, но мы точно знаем, что это в плане. Поэтому, если что, ну, отнесем старый ремонт к минусу этого клуба. Дальше, кто-то может сказать, что разнобрендовое оборудование к минусу, ну, я считаю, главное не бренд, не фирма-производитель, а состояние оборудования, количество этого оборудования, потому что чем оно удобней, тем безопасней людям работать на этом станке, тем эффективнее будет проработка мускулатуры, тем больше будет лучший результат. Вот. Ну а о плюсах, как мы уже сказали, в первую очередь, это благодаря расположению клуба, он находится у нас тут тихо на районе, в районе Калиновой, поэтому здесь как бы большинство местных жителей, людей, которые либо рядом живут, либо работают недалеко. И здесь почти постоянный коллектив, присутствует такая теплая, хорошая, дружеская атмосфера. Все здороваются, хороший атмосферный клуб. В плане разнообразия оборудования тоже большой плюс, хватает почти всего. Спина, грудь, ноги, бицепс, трицепс, ягодичные, все можно прокачать. И мужчинам, женщинам, и, допустим, детям даже, подросткам. Есть групповые занятия, также ребята могут найти, там, девчонки особенно. Так, это тоже большой плюс. Что еще? Парковку увидели, хорошая. В городе сейчас это большая проблема, поэтому здесь это тоже огромный плюс, который позволяет людям спокойно тренироваться. Баню видели, тоже огромный плюс. Что еще? И чистота. Посмотрите, в принципе в клубе чисто. Следят. Днем, когда уборщиц особо нет, ребята, команда клуба, тренера сами за этим следят, помогают, утирают. Если что-то экстраординарное, вызывают уборщицу. Вечером сейчас придут клининг и все здесь наведут. Хороший порядок. На этом мы пока с вами распрощаемся. Еще один момент. Мы знаем, что каждый человек, выбирая клуб, конечно же, преследует свои какие-то приоритеты, цели и выбирает клуб по своим критериям и факторам. И нам будет интересно узнать в ваших комментариях, а по каким вы параметрам и критериям выбираете клуб, на что вы обращаете больше внимания, там, на количество свободного железа, на количество тренажеров, на количество дополнительных услуг. Мы будем вам благодарны, если вы нам об этом напишите и расскажете. Мы всем прощаемся, будем надеяться, что вам очень интересно, и если хотите, мы, наверное, сделаем еще несколько обзоров в нескольких клубах, как минимум в которых работаем мы и с которыми мы сотрудничаем. Поэтому до новых встреч, канал Masters of Body, Дмитрий, Константин, там у нас Андрюха, работник этого клуба непосредственный. Еще хочу добавить от себя, так как Константин сказал, что я здесь работаю. Упустили маленький момент. Еще здесь есть такие услуги для развлечений. На нижнем этаже у нас находится боулинг, там где-то 5-6 дорожек. Обычно там люди любят проводить дни рождения и играть в боулинг. Есть бильярд, русский классический. И есть на первом этаже 2 бани. Одна маленькая для 2-3 человек и одна для компании большая. Естественно, они отличаются разницей в цене. Поэтому можно провести не только хорошо время, но и досуг. И до новых встреч в эфире.